Почему HYBE внезапно приняли такое радикальное решение? Почему HYBE внезапно приняли такое радикальное решение? Скрывают ли они что-то от публики? Связано ли это с горячими слухами между Чингуком и Тэхёном, которые раскололи ARMY на два лагеря? Ответ удивит вас больше, чем вы можете себе представить. Прежде чем продолжить чтение, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить важные детали этой большой истории. Поделитесь своими мыслями. Верите ли вы, что HYBE что-то скрывает от нас? Что на самом деле происходит за стеклянными стенами обычно тихой и расчетливой штаб-квартиры HYBE? Почему менее чем за 48 часов весь руководящий состав внезапно собрался на экстренное совещание, закрытое для СМИ, персонала и даже большинства внутренних сотрудников? Возможно, это решение было принято исключительно по деловым причинам? Или же они пытаются скрыть что-то более глубокое, личное и эмоциональное? Для тех, кто следит за пульсом южнокорейской индустрии развлечений, HYBE – это не просто корпорация. Это сила, символ и для многих – империя, контролирующая глобальную музыкальную сцену. Однако сегодня начинают появляться тревожные признаки не из-за финансовых неудач, а из-за чего-то гораздо более деликатного – отношений между двумя мировыми иконами, которые больше не могут прятаться за профессиональным имиджем. Чингук и Тэхён. В то утро атмосфера на 17-м этаже офиса HYBE была другой. Никакой привычной фоновой музыки. Никакого легкого смеха сотрудников, обычно слоняющихся вокруг с документами артистов или занимающихся логистикой. Все было тихо, напряженно и наполнено шепотом. Некоторые свидетели говорили, что видели, как один из старших менеджеров, известный своей высокой дисциплиной, вышел из переговорной комнаты с покрасневшими глазами и задыхаясь. Все это просто совпадение. Вскоре после этого, в 11 часов 13 минут утра по сеульскому времени, HYBE выпустила пресс-релиз, который многих шокировал. Коротко, всего 3 абзаца, но тон был нехарактерным, слишком оборонительный, слишком много внезапных корректировок и слишком мало конкретных объяснений. В тексте обсуждалась реструктуризация управления артистами, корректировки индивидуальных планов продвижения и самая шокирующая фраза из всех – обзор стратегии продвижения и взаимодействия между артистами, учитывающий общественное мнение. Учитывающий общественное мнение. Что означает эта фраза? И почему эти слова появились после недели слухов о Чингуке и Тэхёне, которые стремительно распространялись в социальных сетях, среди фанатов по всему миру и даже на отраслевых форумах, обычно дистанцирующихся от личных спекуляций? Сотрудник компании, личность которого мы сохранили в секрете ради его безопасности, прошептал в анонимном сообщении, полученном нами накануне вечером: они больше не могут контролировать ситуацию. Что-то просачивается. Не просто слухи, а что-то реальное. И они паникуют. Мы перечитывали это предложение снова и снова. Не только из-за его шокирующего смысла, но и из-за времени доставки – 2 часа 47 минут утра. Это значит, что даже в ранние утренние часы в HYBE были люди, которые не могли уснуть, не из-за дедлайнов, а из-за кризиса. И этот кризис не связан с акциями. Он связан с эмоциями, с решениями, которые нельзя было скрыть соглашением о неразглашении или пресс-конференцией. Неоднозначные отношения и вирусные моменты. На протяжении долгого времени отношения между Чингуком и Тэхёном всегда занимали неоднозначное положение, слишком близкие, чтобы называться обычными, но слишком закодированные в образе дружбы, чтобы сказать что-то большее. Многие фанаты, особенно ARMY, давно сформировали противоборствующие лагеря предположений. Одна сторона считает, что это просто броманса, в то время как другая настаивает на чем-то очень личном, очень интимном, намеренно скрытом от публики. Но на прошлой неделе один маленький момент все перевернул. В якобы непринужденной рекламной прямой трансляции Чингук, без всякого сценария и без участия кого-либо, внезапно упомянул имя Тэхёна в очень личном контексте. «Я скучаю по тому, с кем даже не могу свободно поговорить», — сказал он, опустив взгляд и улыбаясь. Для непосвященной аудитории эта фраза звучит знакомо, но не для тех, кто понимает долгую историю взаимоотношений между двумя участниками BTS.
Интернет никогда не спит. Видеоролик всего за 2 часа стал самой обсуждаемой темой в Твиттере с хэштегом решетка Юнка Акмисингве. В течение дня появилось более миллиона упоминаний, не только от ARMY, но и от зарубежных СМИ, аналитиков индустрии развлечений, даже от сплетнических аккаунтов, которые обычно не интересуются BTS. HYBE хранили молчание. Никаких разъяснений. Никаких опровержений. Но на следующий день долгожданные сольные промоушены Чингука в Европе были внезапно отменены. Причина – перенос. В то же время Тэхён, который, как сообщалось, находился в Париже, внезапно тайно вернулся в Сеул. Ни фотографии из аэропорта, ни приветствий фанатов, ни новостей от агентств. Что, черт возьми, происходит? Эти вопросы постоянно возникают среди журналистов, пишущих о развлечениях. Еще более удивительным стало появление просочившихся внутренних документов, которыми поделились ранее известные своей точностью в утечках данных HYBE. Документ демонстрировал изменения во внутренней структуре продвижения на первый и второй кварталы этого года. И больше всего бросалось в глаза одно – имена Чингука и Тэхёна никогда не фигурировали в одном списке участников продвижения. На самом деле, если раньше их имена часто упоминались вместе в специальных мероприятиях или совместных проектах, то теперь они полностью разделены. Казалось, они даже намеренно дистанцировались друг от друга. HYBE никогда официально не подтверждали существование документа, но их молчание только усиливало подозрения. Почему нет опровержения? Почему вся эта информация была облечена в столь дипломатичное заявление, в то время как фанаты оставались в недоумении, чувствуя себя проигнорированными, даже преданными? Просочившиеся видео и внутренние ограничения. На фоне хаоса возникло еще одно предположение, что внезапное решение HYBE связано не только с отношениями Чингука и Тэхёна, но и с секретным соглашением, регулирующим поведение артистов, особенно в личных вопросах. Некоторые источники упомянули эмоциональный пункт в контракте, регулирующий публичную близость между артистами. То есть, если личные отношения начинают влиять на общественное мнение и угрожать стабильности бренда, агентство может вмешаться в одностороннем порядке. Правда ли, что отношения между этими двумя участниками BTS теперь считаются угрозой? Пытается ли HYBE спасти бренд, оттесняя на второй план двух самых ярких звезд в истории группы? И самое удивительное, означает ли это, что между Чингуком и Тэхёном давно зарождались настоящие чувства, которые всегда подавлялись ради профессионализма айдола? Если это правда, то мир наблюдает не просто сложную историю любви за кулисами, а конфликт между человеком и системой, личной волей и общественным долгом, любовью и контрактом. То, что произойдет дальше, определит не только их будущее, но и новое направление самой к поп-индустрии. Все изменилось с тех пор, как появилась запись. Неофициально выпущенная агентством запись. Не отрывок из телешоу или официальной рекламной кампании, а нечто более реальное, более откровенное, более неконтролируемое. Видео, которое просочилось в сеть, распространилось за считанные минуты на X, ранее Twitter, а затем, словно лесной пожар, попало в Instagram, TikTok и YouTube. Вскоре его заметили фанаты со всего мира. И когда это произошло, все внезапно затихло, словно мир затаил дыхание, ожидая, что будет дальше. Было ли это видео слито намеренно? Кто его снял? И, что более важно, почему HYBE не удалили его сразу? На 27-секундном видео можно увидеть двух мужчин. Имена им не нужны. Все фанаты знают, кто они. В закрытой репетиционной комнате, доступной только ближайшим сотрудникам и самим участникам группы, Тэхён сидит у стены с закрытыми глазами, тело выглядит усталым. Перед ним стоит Чингук, смотрящий на него с выражением лица, невиданным ни на одной сцене, тревожным, обеспокоенным и, для тех, кто достаточно внимателен, полным сдерживаемой нежности. Затем раздался тихий, почти неслышный шепот, но достаточный, чтобы на мгновение заставить сердце миллионов фанатов по всему миру замереть. «Вы же знаете, что я не уйду, правда? Они хотят, чтобы мы притворились, что забыли». Затем видео заканчивается. Разногласия среди фанатов и растущее давление.
Это всего лишь репетиция сценической сцены или фрагмент реальности, пока что завуалированный профессионализмом и образами. Через несколько часов HYBE снова замолчал. Никаких опровержений. Никаких разъяснений. Но в тот же день официальный аккаунт BTS удалил некоторые из рекламных материалов Тэхёна и заменил их новым, очень шаблонным контентом: рекламные акции, дни рождения сотрудников, незначительные видеообзоры. Многие фанаты начали спрашивать, почему вдруг так много контента, кажется, создано для того, чтобы отвлечь публику. Это совпадение или часть экстренной стратегии по спасению начинающегося рушиться нарратива? Известный редактор корейского журнала, неоднократно работавший с BTS над эксклюзивными фотосессиями, передал через нашу внутреннюю медиасеть сообщение: 2 недели назад у нас была запланирована фотосессия Тэхёна и Чингука для специального выпуска, внезапно отменили. Причина: им не следует появляться вместе в СМИ некоторое время. Никаких подробных объяснений, просто прямые указания сверху. Эта фраза лишь подтвердила, что нынешнее решение HYBE основано не только на обычной бизнес-стратегии, но и на стремлении контролировать нарративы, слишком легко развивающиеся в цифровом мире. Мире, слишком быстро считывающим сигналы и слишком жаждущим драмы за улыбками знаменитостей. Но, как говорится, чем больше это скрывается, тем больше возникает вопросов. Общественность начала копать глубже. Международные фан-форумы вновь вскрыли старые моменты: подозрительные взаимодействия за кулисами концертов, долгие взгляды во время развлекательных шоу, даже неловкие паузы в групповых интервью. Все разбирали, сравнивали, переставляли, как разбросанные кусочки пазла. Неожиданно выявилась одна закономерность. Их отношения, похоже, переживают серьезные перемены после того, как BTS в прошлом году объявили о сосредоточении на сольной деятельности. На первый взгляд, это решение кажется логичным: участники BTS хотят заниматься личной музыкой, развивать индивидуальные образы. Однако теперь, со всеми этими событиями, многие задаются вопросом, не является ли это также тонким способом дистанцироваться от двух имен, которые считаются слишком близкими, слишком эмоциональными, слишком разрушительными для нейтрального образа, созданного HYBE. Новая политика HYBE и взгляды всего мира. Однако разделилась не только общественность, внутри самой ARMY существует более глубокий эмоциональный конфликт. Большинство фанатов выражают поддержку. Им все равно на ярлыки или нарративы, сформированные индустрией. По их мнению, если между Чингуком и Тэхёном существует более глубокая связь, чем просто дружба, то эту любовь следует приветствовать, а не скрывать. Но не все с этим согласны. Некоторые обвиняют это в создании имиджа, опасной маркетинговой стратегии, эксплуатирующей чувства фанатов ради вовлеченности и количества просмотров. Напряжение достигло пика, когда бывший сотрудник креативного отдела HYBE, ныне там не работающий, высказался по этому поводу. В эксклюзивном интервью независимому подкасту, который ведет бывший журналист, пишущий о корейской индустрии развлечений, он раскрыл удивительную правду: с 2021 года внутри компании ходили слухи об ограничениях на общение Тэхёна и Чингука вне работы. Официально это не было зафиксировано, но все знали о скрытом давлении. И теперь, похоже, это давление перерастает в запрет. Означает ли это, что личные отношения двух крупнейших мировых айдолов сегодня намеренно контролируются? Если так, то это уже не просто сплетни или шумиха. Это перешло в область нарушения личных границ. И с каждым днем давление становится все более реальным. Чингук, обычно очень активный на Уиверс, отсутствует уже 5 дней подряд. Тэхён, который часто делится философскими историями, теперь публикует лишь отрывки мрачных инструментальных песен, словно описывая настроения, которые невозможно выразить словами. Тем временем HYBE выпустила новую политику, шокировавшую индустрию. Они создают новую команду под названием «Отдел анализа общественного мнения». Согласно просочившемуся внутреннему пресс-релизу, эта команда отслеживает общественное восприятие своих артистов в режиме реального времени и рекомендует экстренные меры в случае эмоциональных аномалий, неподвластных бренду. От одной фразы волосы встают дыбом. Эмоциональная аномалия. Неужели человеческие чувства классифицируются как аномальные?
Имеются ли в виду чувства, которые, по-видимому, теперь скрыты между Чингуком и Тэхёном? С одной стороны, общественность начала сочувствовать обоим. С другой стороны, давление на HYBE резко возросло. Акции HYBE не упали резко, но настроения инвесторов разделились. Отчет корейских финансовых СМИ показал 6% падение интереса иностранных инвесторов к HYBE за последнюю неделю. Небольшое номинальное число, но достаточное, чтобы проиллюстрировать одну вещь. Назревает кризис нарратива, и мир наблюдает. И что еще страшнее, он еще не достиг своего пика. Потому что, когда эмоции начинают говорить громче, чем бизнес-стратегия, когда взгляд двух людей за кулисами становится слишком реальным, чтобы его игнорировать, ни один сценарий не может контролировать его воздействие. Теперь весь мир ждет. Не разъяснений от HYBE, а чего-то более важного, смелости Чингука и Тэхёна сделать выбор. Будут ли они продолжать идти в тени системы или, наконец, заговорят как люди, желающие любить свободно, не боясь ущерба своему имиджу? И если это решение будет принято, готов ли мир его услышать? Является ли молчание формой протеста или, скорее, элегантно отточенной формой принуждения? В случае с Тэхёном это молчание похоже на сигнал тревоги, знак того, что что-то меняется, что-то, что не может объяснить ни пресс-релиз, ни тем более милые разъяснения в социальных сетях. И по мере того, как Тэхён начинает отходить от внимания общественности, мир понимает, что это уже не просто домыслы. Это ответ. Молчание, которое говорит слишком много.